Друзья, привет! Я Альбина, и я все еще блогер. И сегодня мы продолжим свою прогулку по самому дорогому городу в Германии, столице Баварии, по Мюнхену. Посмотрите, какая красота, лепота. Скажете, вы это какой-то курорт, зона отдыха. А нет, это Олимпийский парк Мюнхена. Догадываетесь, да, к чему я клоню? Здесь проводили летние Олимпийские игры 1972 года, и с тех пор парк стал ярким символом города. Давайте рассмотрим, что делает этот парк таким особенным. Мы приустали, так как мы приехали из Нюрнберга сегодня, побыли уже в океанариуме Sea Life, видео есть об этом океанариуме, и ждем свой тю-тю-бан, чтобы проехаться по всему этому парку. Вот едем мы на поезде. Да, ты видишь? А я приготовил зафотографироваться. Едем на поезде возле музея БМВ. Ну там целый район, там надо тратить на весь день, оказывается. Пока едем, вы смотрите, а я вам расскажу немного об этом парке. Центром внимания Олимпийского парка является великолепный Олимпийский стадион, который привлекает внимание своей неповторимой архитектурой. Его волнообразная крыша, созданная Фрей Отто, просто поражает воображение. А Олимпийская башня, телебашня Мюнхена, с которой открывается потрясающий вид на город и Альпы, также является иконой парка, как и огромное озеро, окружающее стадион, которое приглашает посетителей на пикники и прогулки. Здесь же и музей БМВ, вон он виден впереди. Здесь можно устроить пикник на зеленых газонах, насладиться катанием на роликах или велосипеде, а также устроить игры в пляжный волейбол. Любителям экстрима доступны спортивные соревнования, включая скалолазание. А вечером можно насладиться концертами и фестивалями, которые часто проходят на территории парка. А по выходным здесь организовывают блошиный рынок, где можно купить, как сейчас модно говорить, винтажные вещи. И вот хорошо, что спортивные объекты, оставшиеся от Олимпиады, они не пустуют и служат жителям и гостям города до сих пор. Здесь еще есть Олимпийская деревня, где жили спортсмены, а сейчас это жилые дома. И был центр прессы. Сейчас это крупнейший торговый центр Олимпия. А сам Олимпийский парк дополняет Олимпийская гора и Олимпийское озеро, которое вы уже видели. А первое мероприятие на Олимпийском стадионе связано с Советским Союзом. Еще до открытия Олимпийских игр в мае 1972 года здесь состоялся товарищеский матч по футболу между ФРГ и СССР. А после Олимпийских игр здесь проводят игры главной баварской футбольной команды «Бавария Мюнхен», а также здесь проходил и чемпионат по футболу. И здесь же выступают мировые артисты, певцы. И, к сожалению, на Олимпийских играх в 1972 году здесь произошел теракт на почве израильско-палестинского конфликта. В планах есть посетить вот эту Олимпийскую телебашню высотой 291 метров, и занимает она 47-ю строчку в списке самых высоких телевизионных башен мира. Здесь есть закрытые, открытые смотровые площадки, а также на высоте 181 метр находится ресторан. Этот мини-поезд оказался прикольным и нам очень помог, потому что сами бы мы столько бы не прошли пешком. Мы подъезжаем. У меня вот такие впечатления о парке. Олимпийский парк Мюнхена – это место, где спорт, культура, развлечения и природа так сочетаются, создавая неповторимую атмосферу для всех, кто его посещает.
Здесь будет интересно и детям, и взрослым, и спортсменам, и лентяям, и влюбленным. В общем, всем. Те, кто впервые на нашем канале, вот сообщаю, что есть еще видео океанариума Zia Life, который находится в этом Олимпия-парке. Обратите внимание, как все аккуратно подстрижено, все газоны чисто. Ку-ку. Пролетают утки, и мы вот так трясемся. Идем в ресторан Олимпийский, да? Олимпия Зия. Море. Как переводится? Где озеро? Вот. Вот. И называется так. Олимпия Зия. Озеро Олимпия. Вот. Интересное такое место. И озеро здесь. И вот такая красивая обстановка. И Лейла проходит. Закрыто? И, к сожалению, закрыто. Мы идем на зов музыки. Lines laid out for us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I would go. Had a feeling like I could be someone. You got a fast car, and I I've been working out on being slow. Managed to save just a little bit of money. Don't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both watch it. Like we're around in subways. And I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I feel like I've struck. Lights laid out for us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. Feiern das letzte Leben auf dem schlagenden Song. Im ersten schönen Weg, wo es nicht war, es ist dir. Und ich will sein, so viel, nur das Leben. Wir ohne Ziel. Sollte uns ja jeder zu einem leichten Leben zusehen. Und ich träume es bei Anfangstagen. Alle diese Bilder. Ich spiele euch mal einen Song, den habe ich geschrieben, nachdem ich an der Münchner Feuerwehr war. Der heißt Helene. Und der Abend war irgendwie voll schön und dann hast du das Gefühl, dass ich so viel wollte und halt nur nicht feiern. Вдоль озера протянулась аллея звезд, знаменитостей, которые выступали в стадионе Олимпия. So ein Leichtsinn im Leben zusehen. Und ich tauch ein, bis bei Anbruch des Tages alle wieder dieser Wege gehen.
Und ich will tanzen, will springen, ich will strahlen in der Nacht. Ich weiß heute Nacht, dass wir an jeder Ecke so ein Leichtsinn im Leben zusehen. Und ich tauch ein, bis bei Anbruch des Tages alle wieder unsere Wege gehen. Не ожидали обнаружить здесь аллею звезд. Кстати, здесь мы нашли своих любимцев. Скорпионс, Крис Рия, Плача-де Доминго, с отпечатками рук, ног и других частей тела. Еще здесь есть стенд с фотографиями, где эти звезды запечатлели именно тот самый момент, когда они оставляли эти отпечатки. Диджи Бобо. Держим путь в метро, очень проголодались. Идем в самое сердце Мюнхена, в исторический центр Мариенплац. Попали под дождик, но нам это не помеха. Ищем, где покушать пиццу. Пиццу Хут. Посмотрели здесь, прямо если пройти, будет ресторан. Сейчас мы проходим историческую часть города, а впереди, видите, вон те ворота. Это Карловы ворота. Как раз они разделяют город на исторический и современный. А слева можно увидеть старинный универмаг. Улица полностью пешая, а благодаря одному профессору, который предложил сделать ее пешеходной. И в честь него на этих Карловых воротах специально сделали такую табличку. А сверху таблички расположена скульптура «Музицирующие мальчики», взятых после реставрации из рыбного фонтана. Вот вам и табличка, и музицирующие мальчики. Вышли из исторической части Мюнхена, впереди еще есть фонтан. В итоге зашли в настоящий итальянский ресторан, поесть настоящую неаполитанскую пиццу. Это вот настоящая итальянская пицца. Тонкое тесто, сверху помазано немножко, и все на этом. А вот всякие там колбасы, добавления, сыры, это уже люди потом добавили в других странах сами. Пицца в Италии, вначале ее кушали, ну еще в те мохнатые времена. Это была еда, скажем так, бедных. А пиццеман из Неаполя Рафаэлло Эспозито для итальянской королевы Маргариты Савойской впервые приготовил пиццу Маргарита и украсил ее томатами, моцареллой и базиликом. В Германии всех принимают, и вот Макдональдс на всех языках, ну на многих. Вот, Макдональдс. Мягкий знак, видимо, не уместился. Вот и на арабском. Зашли в магазин «Сатурн», а здесь вот такая красота. Старинный универмаг 1905 года постройки.
а во Вторую мировую войну пострадал, но потом был восстановлен. Гражданский зал является также церковью, а это церковь Михаила. Фигура бронзового Михаила убивает копьем все зло. Вон из этой Римской империи все эти императоры наверху. Хотели попасть в церковь, но все закрыто, в том числе и Фраункирхе. Ну, в следующий раз придем. Заходим во внутренний двор Ратхауса, новой ратуши, где находится мэрия. Вот представляете, они вот там сидят, решают какие-то важные дела, вопросы, проблемы, а люди рядом гуляют. Интересно, впечатляет, но этому зданию не больше 200 лет. Высота башни этой ратуши 85 метров. Там есть смотровая площадка, и она открыта для посещения. Можно подняться на лифте, не пешком. А впереди виднеется старая ратуша, где сейчас находится музей игрушек. А выглядит новее, чем вот это вот. А это же новее, чем та. Но вы меня поняли. Есть смотровые площадки как и в старой ратуше, так и в новой. Но в старой ратуше, которая выглядит новее, нужно подниматься самому на высоту. Внимание, танцевальная пауза. Вот вам и Германия. Смотрели поездку в Америку? Вот может они оттуда, с той стороны? Может они с той стороны? Ну, друзья, находимся мы на вокзале Мюнхена, ищем себе кофе, мороженое, дорогу и отправляемся обратно в Нюрнберг. Приехали в Нюрнберг, находимся на вокзале. Но если мы сегодня поели итальянскую пиццу, ну, то тогда домой возьмем итальянский хлеб.
Друзья, спасибо за просмотр. Продолжение следует. Поставьте лайк. Вам это не трудно, а нам приятно. До новых встреч. Чус!